Самира везет нас на знакомство с людьми. А вот это вроде бы Google Office. Вот это, Вот это у нас Google Office. если не ошибаюсь. А может, я и ошибаюсь. А может, она и ошибается, кстати. Самира говорит, что именно вот в этом маленьком пригороде Сиэтла все крутые бизнесы, их офисы и так далее. Мне Илья написал, a.k.a. кровать. Написал... Я не могу. Ваши ребята, вот эта вот кровать, морковь. Что там еще, подушка? Не было подушки. Лодка. Не было ни лодки, ни подушки. Подписчик наш Илья из Москвы спросил. Блин. Ну я не могу. Спросил вопрос. Просто А почему вы не сняли изнутри Старбакса ничего? Я ему объяснил. Я туда зашел с определенной целью. И для выполнения этой задачи необходимо было купить что-то и получить код. Вот эти домики, которые на воде, они мне напоминают сериал H2O почему-то. Но они такие дорогие, они, наверное, они могут там до нескольких миллионов стоить. Потому что они на воде, и это очень богатое место. Да, я тоже так заметил. Вот что Самира имела в виду, когда сказал домики на воде. Они реально такие забавные, я бы хотела такое, на самом деле. Там очень прикольный вход в туалет, пойдем вместе. В туалет. Нет, в туалет, там вход. Вещи здесь, да, с вами? Да, потом здесь никто не придет, тут так людей достаточно денег. Пойдем. Идем. Смотри, тут зеркало. Чилишь? Да, я реально только в этой кофте хожу, да, на всех видосах. Да, я тебе сама об этом сказала сегодня. Причина, почему я хожу только в этой кофте, заключается вот в чем. Посмотрите. Я ее купил на концерте моего любимого артиста, его зовут НФ. А билеты на этот концерт, VIP-билеты, мне купила вот эта невеста, подарила. Это я. А я там, ну, естественно, мерч купил. Мои друзья Венс и Кеми. What is your favorite thing about Samira? Oh my god. Probably the Estonian humor and everything like that. It's out of control. Короче, рассказываю. Я ходила на маникюр в одно место, где я пыталась сэкономить деньги. И получилось так ужасно, что неделя прошла, у меня уже один отлетел, и второй вот это что вообще такое. И потом у нас фотосессия с Филиппом для приглашения на свадьбу. Я, короче, купила 2 пары штанов, потому что и одинаковые, разного размера, потому что не знала, какие мне лучше подойдут. Потому что в магазине обычно одно, потом в жизни другое совершенно. Вот. И сейчас мы едем, значит, посмотреть мою общагу. У нас фотосет в 5 часов. Слава Господу за хорошую погоду. Прям вообще солнышко светит и так далее. И нет было дождя, хотя должен был быть дождь. И потом у нас встреча с Олесей и Дэниелом, друзьями моими. Мы где-то поедим и поедем домой обратно к Гибсонам. Вот. А что делать все такое серьезное? Бандитское. Я сконцентрирован. Мне реально тяжело сконцентрироваться, если я не серьезно лицо делаю. Вот такая полезная штука у меня висит. Но из-за того, что провод короткий, его
эстетично, как мой папа делает, не прикрепить. Сейчас Самира находится на ногтях. Она мне сказала, хочешь, можешь поехать куда-нибудь. Я, естественно, не особо хочу куда-то уезжать, когда мы нашли бесплатную парковку. И нет смысла ехать куда-то еще, парковаться, возвращаться. Долго это. Поэтому я сейчас ищу место, куда пойти, сесть, поделать уроки. Ну и просто гуляю. Да, прикольное место для жилья. Интересно, это типа одноэтажные квартиры или что? Расскажу, почему в основном Самира у нас за рулем. В каком-то году, наверное, в 2015-16 году, я попал с ребятами в аварию. На самом деле авария реально очень глупая была и тупая, но страшненькая. Мы там пару раз перевернулись, остались головой вниз, машина вдребезги. Слава богу, никто из нас троих не пострадал. У меня небольшие царапины были, вот и все. Но потом я на права начинал сдавать, когда 18 лет было или что такое, но не особо торопился. И потом уехал в Англию, не успел сдать. Много раз я уезжал куда-то, не успел сдавать. Пару раз пытался сдавать, не получилось сдавать в Эстонии. И как-то забил. Приехал сюда, в Америку, первым делом. Сдал на права. Получил права во Флориде, но у меня нет машины. И без машины нет особо практики, поэтому я никогда не привыкал к тому, чтобы кататься на машине. Тем более здесь, в новом штате. Самира уже привыкла, она катается, у нее все круто. Вот, поэтому я почти не сажусь за руль. Сейчас почаще начал, после того, как мы съездили в Портленд. Но все равно постоянно такие бзики происходят. Там, если громкий шум или еще что-то, начинают дергаться, реагировать. Поэтому решили, что безопаснее будет, если в основном Самира будет. Она такая молодец, поддерживает. Именно так, что она подталкивает, типа, давай ты садись, ты едь, ты веди. Вот, поэтому сейчас потихоньку начинаю. Я нашел библиотеку, здание. Посмотрим, можно ли кому угодно туда заходить, делать, что хотят читать, книги или уроки. И стараюсь быть тихо-тихо, потому что люди тоже очень много работают, занимаются. Я пишу работу по предмету, называется «Ранняя церковь». То есть церковь, которая началась после Нового Завета. Надо было выбрать тему. Нужно сделать аргумент какой-то, составить аргумент согласно теологии, богословию, которые имели они в те времена. Я выбрал отношения между церковью и государством. И просто смотрю, какие уроки могут извлечь сегодня христиане из того, как верили первые христиане. Самира написала подходить. Я сейчас пойду на парковку. Мы там встретимся и поедем на какой-то адрес, где мы будем фотографироваться. Прикольный цвет, мне нравится очень, да. Он просто немножко красный вокруг, потому что только что сделали, обработали. Не, цвет хороший, смотри, как он тебе к пальто подходит. Да, а еще к моему аутфиту подойдет. Будем надеяться. Очень хорошая девушка делала мне маникюр. Ее зовут Настя. Ссылку на Инстаграм оставлю в описании. Давай. Во-первых, быстро все сделала, меньше, чем за 1,5 часа. Вот тут библиотека. Очень качественно, очень чисто. И это просто ощущается, наконец, как маникюр. И мы с ней классно поболтали. Ура! И вообще просто кайф. Найти какое-то платье, которое выглядит теплым, но оно белое. Понимаешь? Блин, мы застряли, я не знаю, как выйти отсюда. Просто в мир Барби я попал. Скажи, какашка, если ты меня любишь. Не сказал, я так и знала. Она думает, я знаю, куда идти по карте, а я не знаю, куда идти по карте. Просто пойдем по прямой, налево, направо, и в какой-то момент увидим. Она думает, я типа по карте понял, как идти. Туда, налево. Вот как? Откуда мне знать, что налево? Просто наугад сказал. Она поверила. Спасибо за доверие хотя бы. Я по сторонам вон нашел Зару, прикиньте, угадал. Да. Какая красивая Самира. Спасибо. Я не уверена, что мне нравится, но это вариант. Да? Мне очень нравится. Мы очень хорошо смотрелись бы на фотосессии. Ну-ка, встань ко мне. Ну, по сути, да, с твоим цветом этим верхним, да. Должно нормально. Я на стрессе. Самира на стрессе, я скорее просто не... Это знаете, как к зубному пойти. Ну ты не хочешь. Или к
Лору, который уши тебе чистит. От того, что я не фотографируюсь, я не люблю фотографироваться, мне неловко. Самира, она нервничает от того, что ей хотелось бы лучше подготовиться, и ей хотелось бы, чтобы все вышло идеально, чтобы я вот в таком состоянии не был, в котором я нахожусь, чтобы мне все нравилось. Филипп, у нас нет топлива. Конец. Мы опаздываем, к сожалению. И, к сожалению, у нас заканчивается топливо. И вот в чем беда. Мы практически в пробке стоим. Сейчас как бы двигаются машины, слава богу, но их очень много. Это здание, которое вы можете видеть слева, я не знаю, хорошо ли вам видно, но оно треугольное и белое. Не вот эта часовня, а другое. Это здание раньше было самым высоким зданием в Сиэтле. Как видите, уже не самое высокое. И вот эта часть, треугольник, это квартира, в которой сейчас живет женщина со своими 2 сыновьями. И у них такой вокруг всей квартиры балкон, который тоже видно. Вот это длинное, где длинные окна. И там ее сыновья и люди видели, как катаются на велике просто по кругу. А вот эти вот самые вроде бы высокие конечники — это туалет. Скажи привет моим подписчикам. Hello, подписчики. Been walking for a while. My feet are getting tired. My heart's a little heavy, but you keep me going. Been walking for a while, mile after mile. My soul's a little weary, but you keep me going. You keep me going. You said it'd be a narrow road. You said it'd be a narrow road. So why am I surprised when it seems I'm on my own? You said it'd be a narrow road. This world will never be my home. The journey might be lonely, but I'd never be alone. Oh, I'd never be alone. В общем, мы отфоткались первый раз в жизни. И я думаю, что прошло на самом деле хорошо. Я намного более комфортно и позитивно себя чувствовала, чем я ожидала. Нас Филипп везет обратно в Киркланд, потому что мы встречаемся с Олеськой и Дэниелом и пойдем на ужин, на двойное свидание. А я хотела еще добавить про фотосессию, что мне было единственное холодно, и был очень сильный ветер, и у меня слишком сильно волосы развивались. Но в целом, как тебе впечатление? Уши болели, вот мои впечатления. А так все классно. Да, думаю, что было очень круто. И я уже жду то, что получится. И мы добавим фотографии в пригласительные. И еще мы выбрали это место из локаций, которое наш фотограф предложила нам. Потому что у нас и лес, и такие места есть. А именно такого места, где здания и высотки, у нас такого нет. И у меня архитектура моя любимая. Там некоторые здания прям в такой стиле архитектуры, который я вообще с детства любил. Именно когда я ребенком был, подростком, и меня всегда Америка привлекала. Именно вот такие прямоугольные, квадратные, кирпичные здания, которые просто максимальный минимализм. И вот я так Нью-Йорк представлял. У меня до сих пор в сохраненках ВКонтакте такие картинки. И вот тут есть такие здания, вообще обожаю такое. Мой любимый вид.
Так что да, было очень красиво, потому что, слава богу, просто сегодня не было дождя, как показывал прогноз погоды большинство недели. И вообще не было ни дождя, был очень хороший свет. И еще мы попали под моменты, когда уже начали светиться офисы и здания, помещения. Короче, было очень красиво и максимально позитивно. И девочка, которая нас фоткала, вообще тоже такая хорошая и смешная, и поднимала настроение, и с ней было очень комфортно. Короче, вот, очень приятный первый опыт фотосессии. Давай, Лесь, где мы? Мы находимся в Кома. Что мы тут делаем? Мы будем кушать еду. У тебя такие зубы классные. Super. Okej, Daniel. Mam na imię Daniel, jesteśmy w Koma teraz, który ma przynieść nasze jedzenie za kilka godzin, nie wiem kiedy, ale za niedługo, nie wiem. Окей, Филипп. Что скажешь? Филипп не хочет разговаривать. Не надо слов. Так, мы на двойном свидании. Тут очень красиво, романтично. For me personally, I'm finishing my senior year, but this is like my last semester basically. But at the meantime, I'm working basically a full-time job at a finance company. У него еще сын. Они в Перми сами вроде, да? И у него сын тоже паспорт. Ну вот, там их несколько. Прикольно. Прикинь, у нас будет, вот прикинь, да, вот мы сейчас идем к машине, а вот шли бы мы к яхте. Блин, не И мы такие, о, поехали покатаемся сейчас. Да, было бы Вот очень это, видишь, где голубенькая, вот это моя яхта. Какая? Вот где голубенькая. Хорошо, тогда моя вот эта первая здесь, вон, вот это моя. А вот это та еще далекая. А на каком мы поедем? На твоей, на моей? Сегодня на ну, какой едем? Моя ближе к воде, давай на моей поехали. Ну, поехали. А прикинь, там же ночевать еще можно. Там же Блин, это, круто. короче, там все такое. Так, расскажи, как у нас прошел вечер? Очень хорошо, мы очень хорошо поели. Очень хорошо пообщались. Да, но мальчикам не понравился этот... Официант. Как его? Официант, помнишь это видео? Официант, официант! Ну, Нет, адвокат! Официант! Что за бред? Ой, Вот, Да. да. Ну, я объелась, честно. Но- Я тоже объелась, но я, по сути, съела только один кусок пиццы и пасту. Я тоже. А, да? Один кусок пиццы и пасту. Все. Но пасты у меня было много. Да. У меня была с тушенкой пицца. Паста. Реально, скажи, на тушенку было похоже. Но она такая типа островатая. Мгм. Ну, выглядела нормально. Да. Я так понимаю, мы вас провожаем, да? Подожди. Ну мы-то наверх. Вот здесь вот гараж у вас внизу. Вы-то внизу идете, а мы вот так наверх туда пойдем. А, ну ладно. Наверное. Я надеюсь.